Всем привет! Сегодня вы на эфире с Алексеем, SEO компании Рефти. И сегодня я хочу анонсировать официальный запуск сервиса для инвесторов показа квартиры. Хочу рассказать, как этим пользоваться, для кого это нужно и в целом, какую пользу это может принести нашим клиентам B2B, кто пользуется нашей платформой, потому что мы теперь будем давать инвесторов. И вот инвесторы, которые хотят купить объект недвижимости в Дубае, для своих целей, в зависимости от цели, если он хочет купить виллу для себя или он хочет купить апартаменты с целью сдачи в аренду. И также я хотел бы показать, как это выглядит на интерфейсе у инвесторов и как подключиться к нашей системе, если вы брокер и хотите быть человеком, кто показывает квартиры. Какая у нас система мотивации для брокеров? У нас есть две модели работы. Соответственно, нашим партнером по B2B показам может стать только наш платящий текущий клиент. То есть извне стать клиентом нельзя, потому что мы верифицируем, проводим, смотрим, на какой экспертизой обладает брокер, работающий на вторичном рынке. Соответственно, у нас своих брокеров нету, чтобы не создавать конфликт интересов. Также у нас нету своих листингов, то есть у нас нет интереса к тому, чтобы предложить вам свои объекты, вот, чтобы не было конфликта интересов. Вы знаете, если бы мы бы создали бы свое агентство недвижимости, мы бы продавали бы сначала бы свои объекты, что создавало бы конфликт интересов. А мы хотим предлагать инвестору консьерж-сервис, который помогает искать объекты по всему Дубаю без нашего личного интереса. Наш интерес он заключается в следующем. Инвестор подключается, ну, сначала видит рекламу, после этого обращается в нашу компанию, регистрирует себе кабинет по ссылочке, кстати. Сейчас я вам ссылочку даже выведу. Верхний уголок. Так. Ага. Да. Вот здесь по ссылочке можно перейти. Также можно ссылки в описании посмотреть, если кто-то сейчас подключился к живому стриму. Да, это живой стрим. Сейчас 18:06, 6 ноября 2025 года. Для тех, кто вдруг думает, что это в записи или в рекорд. Вот, то есть нет, мы не любим записи, мы любим живой стрим. Вот. Инвестор, давайте покажу, как это выглядит на стороне инвестора, чтобы у вас было максимально четкое понимание, вот, что инвестор получает. Я расскажу свою личную историю, как у меня это происходило, когда я в 2022 году чуть сам не купил объект недвижимости в Дубае, с какой проблемой я столкнулся. Как мы знаем, большинство компаний работает на первичном рынке, будет предлагать вам купить стройку. Для начинающих инвесторов такая стратегия не подходит по причине того, что он хочет как минимум сохранить деньги и в случае чего перепродать объект недвижимости. Вот. На текущий момент у нас сейчас доступно 254 предложения. Ну, давайте просто возьмем самый типовой запрос инвестора. Да? Это интерфейс инвестора. Он получает доступ сюда по подписке. И вот, за это он получает две возможности. Первое, он получает расширенные фильтры. Сейчас покажу, какие фильтры доступны для инвестора. Например, я бы хотел выбрать от 6% чистыми, да, за вычетом сервис-чарджа. Отлично, выбрал. Плюс я хочу видеть квартиру, которая находится ниже рынка. Ну, скажем, там, минус 20%, ну, не больше 10%, да. Также у нас есть такие два момента. Это срок создания объявления и срок создания рекламы этого объекта. В чем разница? Дело в том, что вот это объявление может быть пересоздано несколько раз. Вы каждый раз будете видеть далеко не самые актуальные предложения. То есть для чего агентство недвижимости, например, пересоздает объявление? Ну, например, для того, чтобы ранжироваться выше, все подписаны на эту подборку, ну, на системах Buy Property Finder и получают дополнительные уведомления. То есть они получают дополнительный трафик. Поэтому я рекомендую все-таки выставлять фильтр, чтобы объект рекламировался, если это квартира, то есть не больше 120 дней, то есть получается это 4 месяца. Вот. Ну и, конечно, если вы по свежим объявлениям можете звонить, ну, в принципе, можете. Также я выбираю категорию апартаменты. А, Пока флор-сегмент не убираю, без тенанта, то есть чтобы не было арендатора в квартире. От третьего этажа, нижние этажи я не рекомендую брать. Ну, под аренду краткосрочно можно, если там. Вот. И выберу здесь свежее здание, скажем там, от 2020 года. И плюс можно выбрать, собственник имеет отношения с брокерами больше двух контрактов или нет.
Это также будет показывать нам, что легче позвонить будет, договориться с одним из брокеров, если один брокер не хочет с вами взаимодействовать по какой-то причине. В итоге мы получили 213 объектов. Что мы здесь получаем? Да, также есть система дедубликации, которая убирает дубли. Мы понимаем, что один объект может быть создан несколько раз как разными агентствами, так и одним агентством. Поэтому в этом случае мы получаем 102 предложения. Давайте посмотрим в табличном списке, как это выглядит, и выберем только топовые районы, в которых максимально было бы вам интересно работать. Да, сейчас я, видимо, извиняюсь, да, и сейчас я все это делаю у себя на экране. Да. Да, еще раз понимаю, насколько сложно в одно лицо все рассказывать, потому что когда ты не ведешь с кем-то, может тебе человек не подсказать, что он ничего на экране не видит. В данном случае я сейчас еще раз повторю те же действия. Зайду сейчас в главный экран, да, покажу, как это выглядит здесь. Было 102, давайте я просто сохраню этот фильтр, просто назову это Best Units. Да. Или High ROI назову просто, самый высокий ROI, да. High ROI. Completed. Completed. И не старше, меньше 5 years, 5 years handover. Handover. Да, сейчас я покажу, какие фильтры я выбрал здесь, перед тем, как вам буду показывать. Я выбрал 6% ROI. Это арендная доходность по долгосрочным контрактам за обычным сервис-чарджем. Как она рассчитывается? Сейчас я покажу. Это цена квадратного метра, цена квадратного фута, поделенная на стоимость покупки квадратного фута. И из этого квадратного фута мы также еще вычитаем прибыль на квадратный фут, мы берем из аренды конкретного здания. То есть мы видим контракты, сопоставляем высокие этажи, если у нас высокий этаж, мы сопоставляем, в какой сегмент он входит, и сравниваем с похожими сделками в EGR, это арендные контракты, которые заключаются между тенантом и лендлордом. Price VC Market анализируется у нас в 42% случаев, он анализируется на основании фактических сделок в DLD, когда данных из DLD нам недостаточно для репрезентативной выборки. Например, за последние полгода было меньше 5 транзакций, чтобы говорить о достоверности. Мы начинаем уже сравнивать на основании объявлений. И обязательно указываем, на основании чего сделаны выводы были. Реновация или не реновация. Здесь мы видим, что объект может быть отреновирован или нет. Это нужно для чего? Если вдруг вы захотите заходить в реновацию, вам нужно обязательно посмотреть, какие объекты были выставлены в реновацию до вас или какие сейчас рекламируются, чтобы можно было сравнить. И здесь я рассказывал, да, Creation Add. Можно выбрать здесь фильтры только свежие объекты, но это по объявлениям. А если вы хотите смотреть вообще за всю историю по текущей квартире, так как мы умеем определять номер квартиры уникальный, то он здесь указывает максимальный срок по всей истории. То есть, если несколько агентств рекламируют ту же квартиру, мы возьмем максимальный срок с момента самого начала. Понятно, что мы берем не за все года, мы берем только за последние 365 дней. Учитываем. И, конечно, мы учитываем, если объект был куплен полгода назад и отреновирован, мы будем брать только срок экспозиции по объявлению с учетом реновации. Также есть возможность поставить некоторый вид, потому что классно выбрать все-таки за свои деньги лучший вид. Сейчас пока этот фильтр я не буду вам показывать. Да, и, конечно, completed. Можно было этот фильтр не выставлять, потому что арендная доходность рассчитывается только на основании фактических данных по аренде. То есть мы не прогнозируем, какая у вас аренда будет. Мы фактически показываем. Потому что человек, принимающий решение по покупке недвижимости готового объекта, хочет либо жить в нем, либо сдавать в аренду. Все. Либо отреновировать и продать, да. И то не все подходят. Этажность выбираем от 3-го этажа. Процент комплишена это нужно для оффплана, если вдруг вы хотите забирать дистресс сделки на стадии стройки. Мы сейчас такую стратегию тоже рассмотрим. Окей, выбираю с 2020 года по 2027, и также можно выбрать конкретного застройщика, например, если вам нравится какой-нибудь Select Group или BMR. Мы сейчас не будем. Либо агентство, если вы вдруг работаете с каким-то агентством, вы хотите работать только с ним, хотите видеть только его объекты, можете тоже выбрать этот фильтр. Если вас интересует конкретный тип планировки, вы можете вбить здесь 0,5, например, или 0,4, он будет показывать только 0,5 планировки в конкретном здании. Количество контрактов собственников 2 и более означает следующее, что разные агентства подписали контракт с собственником, значит собственник мотивирован, он заинтересован в том, чтобы его квартира была продана.
и не получается по двум причинам. Брокер, как правило, не занимается квартирой. Второй, брокер вообще даже не отвечает на входящие обращения. Вот я вам сегодня буду показывать статистику нашего запущенного сервиса. Мы удивляемся на самом деле, что вот мы сейчас подберем квартиры, и вот из 100 подобранных квартир 50% нам ответят, из 50% больше половины скажут: мы, извините, работаем только напрямую с клиентами. Ну, как правило, это конфликт интересов, потому что они хотят заработать 4% комиссии с инвестора, ну, соответственно, им платит байер, покупатель, инвестор, и платит собственник, с которым они договорились. Я считаю, это так не должно работать, но рынок так устроен, мы с этим ничего пока в данном моменте сделать не можем. Вот, номер юнита. Исключить отели. Почему отельные форматы не подходят? Ну, вы в них жить не сможете, там есть только одно назначение, это инвесторская история. И отельный формат очень часто срезает всю нормальную доходность, то есть он срезает от 3 до 6% вашей всей доходности, ну, в абсолютных цифрах я сейчас говорю, да, то есть если был бы там целевая доходность 12%, да, он срежет 6%, потому что отели, к сожалению, забирают за счет управления, за счет, ну, короче, они жадные, в общем, если говорить, представлять дополнительный сервис, за который в большинстве случаев конечный арендатор не готов платить. И вот. А вы там с ним жить не можете, потому что управляющая компания – это ее бизнес, такой тип объекта, в котором у вас ограничены права на проживание в этом объекте. Вот. Также, если вдруг вас не интересуют какие-то дистрикты, например, можно их исключить, или билдинги вас не интересуют конкретно, ну, вы посмотрели, не хотите, чтобы в подборку попадал какие-то объекты, можете здесь также их исключить. Все, я применяю apply фильтр, мы получаем здесь объекты предложений. Соответственно, самое интересное, наша система каждый час анализирует новое объявление, и вот он показал сейчас вот 102 предложения. Если я уберу, ну, включу дубли, мы получим большее количество предложений, поэтому наша система для инвестора просто экономит время. Да, я также не выбрал здесь бюджет. Ну, сразу скажу, почему я это не сделал. Здесь бюджет, ну, можно ограничить, да. Можно даже посмотреть с точки зрения, какая квартира даст вам максимальное количество денег. Ну, представьте, у вас там, не знаю, бесконечный бюджет. Давайте попробуем выбрать такую квартирку, какую-нибудь интересную сейчас. Выберу high flow. Да. Ну, наверное, было не это выбрать. Ну, ладно. Да. Ну, получается, GVC, West Tower. Он написал, ну да, здесь как-то маловато, да, маловато. Давайте попробуем порой рассчитать, посмотрим. Ну, вот реальная доходность. Вот я, кстати, недавно, буквально на днях смотрел интересный вебинар. Не вебинар, нет, видео на YouTube. Вот, если... Давайте я даже включу. И там человек рассказывает, он взял квартиру за 2 миллиона 750 миллионов дирхам. 801 юнит, здание сейчас точно не помню. И удивляется, почему у него в краткосрочной аренде 4%. Краткосрочной аренде 4% чистыми выходит, да, по году. Потому что при таком бюджете, чем больше бюджет вы берете, тем ниже у вас будет доходность. То есть вы не сможете, ну, давайте там, не знаю, 10 миллионов долларов возьму. Вы должны понимать, кто вам эту доходность дает. Это дает конечный покупатель, который не может купить этот объект недвижимости, у которого нужно жить. Соответственно, чем ниже цена за сам объект, 1 000 000 дирхам, 500 тысяч дирхам, 1,5 миллиона дирхам, тем выше будет доходность у вас по аренде. Ну, соответственно, это, конечно, там есть спрос. Есть много факторов. Если хотите, могу вообще в отдельном видео разобрать, какую стратегию стоит использовать для своего объекта недвижимости, краткосрочную или долгосрочную, и как сделать аналитику с помощью нашего софта самостоятельно. Ну или там, если у вас есть время, куча, вы можете анализировать что угодно, собирая разную информацию. То, что мы собираем информацию и по краткосрочной аренде, и по долгосрочной аренде. И если у вас спред между вот этой стоимостью за квадратный фут не превышает, то есть у вас более 30% по краткосрочной аренде, классно, можете заходить. Потому что 30% фактически это равносильно годовой сдаче. Потому что при краткосрочной сдаче у вас будет простой больше на 15%, то есть вместо 5% будет 20-25. Это раз. Вторая история. Вы будете больше платить управляющей компании. Не 5%, например, а 10%. И третье, у вас будет больше расходов, потому что расходников больше, потому что вы должны мебель купить, вы должны, ну, в большинстве случаев, конечно, вы можете долгосрочно зайти в контракт long-term. Long-term – это 5% комиссии разово платится, и, как правило, его платит покупатель, да, то есть, который арендует квартиру, это раз, 5%. Потом берется управляющая компания 5%, и плюс там есть дополнительные расходы по ДЭВе, ну, то есть вы будете оплачивать условно те ЖКХ, электричество будет оплачивать, конечно, ваш
арендатор. И вот, то есть в 90% случаев долгосрочная аренда выгоднее. И вот, особенно мы сейчас даже не разбираем, да, стратегию, больше, не знаю, там миллиона долларов, да, миллион долларов это только долгосрочные стратегии. Краткосрочные стратегии там, наверное, может быть, вот. Но я думаю, что все-таки люди на Airbnb, долларов миллионеров там меньше, там, пару процентов. Вот, возвращаясь к текущему нашему фильтру, да, то есть мы видим, что, вы представляете себе, он выбрал всего 213 предложений, сейчас я дубликат уберу, чтобы вы видели конкретно только вот из 250 или 203 тысячи объявлений было, да, сейчас я вам даже покажу это. Сейв, соответственно, я сделал этот сейв, да, сохранил в виде фильтра, да, best units сохранил, вот, и у нас получилась максимальная доходность, которая может быть, составляет 8% чистыми. Давайте попробуем разобрать и посмотреть, что можно с этой квартирой сделать, ну, что можно с ней, как сказать, произвести. Причем самое интересное, система, смотрите, показывает два параметра. Видите? Overvalued 5%. Это неплохо, это нормально. То есть, сейчас объясню почему, как система считает. И ROI пишет 9% ROI. Но есть сервис charge, вот он там 12 дирхам. Он минусует же эту доходность, да, и поэтому есть такая кнопочка, называется Investment Details. Ну, райончик такой, Аль-Фурджан. Ну, кстати, неплохой район, сразу скажу. Он очень активно развивается, это видно, да. Здесь можно даже здание посмотреть. Да, вот так вот находится. 570 тысяч. Зданию буквально, ну сколько, 5 лет. Собственников, брокеров, кто рекламирует 2, 703 юнит. И вот мы сравниваем, берем 1301 дирхам за фут и смотрим здесь похожие сделки. 1232, 1229, 1216. Сопоставимо. То есть да, у нас какой этаж? 7, он сопоставим с 8 этажом. Ну, и сделки мы видим, что активные сделки здесь есть. Вот, в октябре 2 сделки, да, 3 сделки в октябре прошли. Сопоставимая студия, да, то есть можно еще немножко даже подорговаться чуть-чуть, да, потому что мы видим что? Мы видим все листинги по этому объекту, и мы видим цена 560, 570, 570. Сколько дней рекламируется? 31, 27, 27. Что-то мне предполагает, что этот объект уйдет в рамках следующих недели либо 2. И если я инвестор, которому мне нравится этот объект, я здесь нажимаю кнопку под названием «Хочу посмотреть этот объект». Классно, да? Request a tour. Да, есть такая кнопочка Request a tour, которая помогает нам нажать на нее, и эта заявка попадает нашему B2B клиенту. B2B клиент – это клиент, кто пользуется нашей аналитикой, и мы с удовольствием будем помогать ему наращивать его выручку и долю присутствия в рынке, потому что вы знаете, какой сильно дорогой трафик. Локальные порталы Buy Property Finder очень долго рекламируют ваши объекты, берут очень большие деньги за рекламу. Вот, мы за рекламу не берем деньги, мы наоборот только платим брокерам, да, кто показывает наши квартиры. И сегодня я как раз покажу пример 2 квартир, которые мы посмотрели в офлайне и заплатили брокеру за показ. Вот. Как только будет совершена сделка, мы заплатим и мы за сделку. Платим мы ее из денег покупателя. Вот. То есть мы не претендуем на деньги брокера, мы соблюдаем этику между брокерами и подписываем A2A контракты. Это для нас очень важно. Я знаю, что большинство компаний, больше 90% работает с собственниками. Мы уважаем эту стратегию. Вот. Ну, используем другую стратегию, потому что понимаем, что нам нужно инвестору помочь в первую очередь, а не заработать все деньги возможные в рынке. Вот. Что мы здесь видим? Мы видим здесь 6,47% overvalued, то есть как еще раз оценка происходит? Берется цена за объект, 2 миллиона 353, делится на количество футов, 1360, мы получаем total 1730 дирхам за фут. Берем конкретную этажность, 5 этаж, сравниваем с похожими сделками за последние полгода. Если у нас есть 5 транзакций, если нет, то чуть позже покажу, как мы будем переходить на анализ по листингам. Он является косвенным, но фактически я бы хотел всегда, чтобы вы видели именно
видели именно всегда реально фактические данные. Потому что если вы были бы инвестором, вы бы что бы делали? Вы смотрели, так, квартирка, мгм. А если такая же квартирка подешевле? И выбирали бы лучшее за свои деньги, правильно? Поэтому 1730, если такие похожие сделки, ну, 1625, 1258, 1518. Причем самое интересное, мы отсюда еще балкон вычитаем. То есть, если здесь балкон, давайте посмотрим 515. А вот здесь вот, кстати, не подгрузилась, да, информация. И также мы показываем price VC similar. Если вы вдруг хотите сравнить с объявлениями, пожалуйста, сравнивайте. Вот мы берем и сравниваем price VC market, то есть вот эта цена берется 1730, и говорится, что этот объект дешевле, да, двушки, здесь же двушки взяты, да, двушки, дешевле на 14%. Вот можно здесь поставить, посмотреть, какой из этих объектов дешевле всего. Да. Ну, квадратуры разные, да, 1538, 109 квадратных метров, правильно? Правильно, да, 109 квадратных метров, а у нас, ну, порядка 120, то есть больше, да. Вот. Поэтому здесь было написано, на 6% он дороже, чем рынок, да, за квадратный фут. Анализируя текущие сделки, фактические сделки, да, которые проходят в Дубае. Вот, вот они, да, 1125, 1258, 1500. Ну вот, наверное, где-то в районе 1600 цена за объект будет. То есть объект переоценен, как здесь написано, действительно на 6%. То есть что это будет значить? Это вот вы берете 1730 и умножаете на 0,94. Ну вот 1626 это оптимальная стоимость, по которой можно покупать по рыночной цене, если она вас устраивает. Теперь про аренду расскажу. Как я говорил, вот этот объект 7%, да, дает, 7,2. Отсюда надо вычесть сервис charge, да. Соответственно, наш прогнозный расчет это 124 дирхама вы будете получать грязными в год на 1 квадратный фут. Мы берем арендные контракты с похожих, ну, в этом же здании берем, именно студии берем. Берем стоимость контракта и делим на количество футов. И получаем 135 за фут, 124, 120, 124. Ну, сопоставимо, да? То есть мы берем эту стоимость 124, умножаем на количество футов и получаем вот эту стоимость 169 тысяч. И делится она на 2000, 2 миллиона 353. Согласны, да? 7%, 124. Ну, отсюда еще вычтется, наверное, еще 1% сервис charge, то есть 6%. Это вот пример, да, вот я сейчас вам, не знаю, сейчас открою, наверное, все-таки этот выпуск, да, человека, да, который на YouTube рассказывал эту историю и купил за 2 миллиона 750 и получил, получается, чистыми в краткосрочной стратегии 4%, 4,2%. Я считаю, что совершенно спокойно можно покупать вообще любые объекты, ну, любые объекты в Дубае до 1,5 миллиона дирхам и получать 6% чистой стоимости, не заходи. Вот и все. В этом плане, да-да-да, вот я здесь как раз вот хотел показать, сейчас я включу, наверное, все-таки стоп-скрин и включу. Да-да-да, вот как раз. Здесь в конце как раз он рассказывает, да. Да.
Ну да, действительно, вот смотрите, еще раз, да, о чем он говорит? Он говорил об объекте 801 юнит, это интерфейс для брокеров, да, но в целом он доступен, да. Сейчас я просто покажу. Это объект, это Strand Point Tower One, вот он, да. Мы даже видим, в каком состоянии он его покупал, то есть 2 миллиона 750, дистресс 19%, действительно был чуть ниже рынка, но объект, видите, 12 год. Зачем он реновировал этот объект, улучшал этот объект, издавал краткосрочно, если честно, мне непонятно. Ну, наверное, потому что даунтаун, мы будет спокойно взять в этом бюджете. Сейчас, кстати, можем поискать, какую стратегию я бы предложил бы ему, потому что в конце видео он говорит, что не видит, что можно получать чистыми 6%. Давайте попробуем помочь ему и собрать этот портфелик, так называемый. Ну, короче, продать объект недвижимости, если простым языком, переложиться в две нормальные студии по, не знаю, там, по миллиону, 1 300 000, потому что у него возникнут расходы с объекта, с текущего, да, там, дополнительные, ну, плюс он в кэш вытащить, ну, давайте, 1 300 000, 1 300 000, да, если он объект продаст там за 3 миллиона, не 3 миллиона 100, да, вот, и 1 300 000, 1 300 000 переложит, 400 000 там уйдут там, ну, на свой кэш, и плюс уйдут на, не знаю, дополнительные, вот, истории. Давайте покажу этот объект, соответственно, сейчас еще раз вернусь, да, Standpoint Tower One, да, Standpoint Tower One, все супер. Давайте посмотрим вообще в целом, по каким ценам сейчас есть этот объект. Ну, там, давайте второе здание тоже посмотрим на всякий случай. И посмотрим именно на конкретные двушки, да, вьюшки, двушки. Вот, двушки. Давай студия тоже глянем. Ну, просто интересно, да, что наша система сопоставляет в плане high ROI и low. Что это за фильтр такой? Он уже берет ROI, реальную арендную, да, и показывает, что максимально сколько ты можешь заработать долгосрочно 5,75. Ну, зачем, непонятно, да. И можно просто, не знаю, сейчас не знаю, как человека зовут, а, можно просто открыть либо DXB Interact, либо наш инструмент и воткнуться, посмотреть аренда, какая здесь вообще в этом здании. И увидеть реальные контракты. Вот видите, условно, наша система рассчитывает прибыль 6,56, но мы же понимаем, что сервис-чардж еще есть, вот он. Еще 1% он отъезд, то есть будет 5,5% долгосрочно. И вот эта стоимость, видно, 123 000. Это реальная ли стоимость или нереальная стоимость, да? 124 000. Ну, как мы видим здесь по однушкам, да, это реальная стоимость. Вот 140 есть, 130, 140, видно, да? И получается, что он, ну, как сказать, по незнанию, что ли, возможно. И, кстати, я благодарен ему за то, что он сказал в видео, за то, что большинство компаний будут тащить вас в краткосрочную аренду по причине того, что они сначала вас мебелируют, потому что краткосрочная аренда – это всегда мебелировка, это дополнительный кэш. Они возьмут с вас больше комиссии, два. И третье, за счет того, что они будут показывать большому количеству людей, дальше краткосрочная аренда будет давать им входящий поток клиентов, с которыми они дальше будут работать по объекту недвижимости, ну, потому что у них будут контакты. То есть не только вы думаете, что вы как Holiday Homes компания будете сдавать, ну, то есть если вы как инвестор купили квартиру, то фактически вас будут в три конца использовать. Поэтому всегда, ну, просто, не знаю, закажите у нас, что ли, закажите у Connect Frank, закажите у кого-то хоть какую-то отчету, чтобы можно было принять решение, а стоит ли заходить в краткосрочную аренду. Если вы не знаете, то не стоит вообще заходить. Вот. Получается, что в даунтауне, например, имеет смысл заходить в краткосрочную аренду, если у вас адрес, например. И то там стоимость такая заоблачная, что, возможно, даже не стоит там покупать с целью инвестиций. Вот. Вот. Получается, что ну, объект текущий, он супер неинтересный, потому что не дает высокой доходности, как мы видим, система наша видит, что текущий объект, он под инвестиции, под высокую аренду не интересен. Попробуем, давайте, представьте, мы помогли ему продать текущий объект, да, чтобы мы ему подобрали за 1 300 000. Давайте я прям поставлю, даже мне даже интересно, да, 1 300 000 поставлю, 1 300 000. Вот. Что можно найти реально в краткосрочной аренде за вычетом долгосрочной аренды за вычетом сервис-чарджа. Все, я был 92, сейчас возвращаюсь сюда, здесь там все видно, сейчас я дабл чекну. Да, все есть, классно. Мне интересно. Интересные дела. А будет музычка? Интересно, слышно будет?
для себя. Надеюсь, вам музыка не слышна, мне слышна. Это важно. Главное, чтобы был небольшой вайбик. Отлично. Так, выбрал объекты, 92 объекта. Максимальная аренда, которая возможна здесь, 8% чистыми, понимаете, чистыми. Вот, Аль-Фабжан, Саман Азиз. Классно, классно. Обоснование цены. Относительно рынка чуть выше завышено, относительно объявления на 11% ниже. 11-месячный контракт собственника заканчивается он в декабре, в принципе, мотивирует. Также у собственника есть два типа контракта. Контракты, которые позволяют нам видеть, что не только он рекламирует этот объект, мы видим, что объект рекламируется не один месяц, да, tenant free, мы видим, что там есть, проживает tenant. А также мы видим цену собственников и цены в новой серии. Мы очень видим, что оказывается еще и другое агентство было, да, которое на 5 месяцев контракт был. Так что в целом можно и поторговаться с разными брокерами. Возвращаемся обратно к нашему поиску, удаляем из фильтров. И вы, как инвестор, можете поставить автоматически на мониторинг такие объекты. Вы же хотите купить лучше, если покупать за совершенно с целью аренды, возьмите себе два объекта с целью диверсификации, это 300. Вы получите лучшие объекты, которые есть в Дубае. Best units. 1 million dirhams, 1.3 million. Тут не важно, на самом деле, можно не играться, потому что мы понимаем, что это дешевые объекты недвижимости, они будут стоить крайне дешево. Вы получили объекты, ES Controllers, и система автоматически составляет, смотрите, у вас есть мониторинг, view, unit, all, favorites, request public, dating, planning, offer, site contract. Что это такое? Это сервис консьерж, который получает наши инвесторы, если покупать у вас подписку, тем самым у нас он получает отчеты по квартирам. Он, например, нажимает кнопочку Request a Tour нажал, мы этот лид практически подхватываем, и он передается одному из наших B2B клиентов, потому что клиент самостоятельно увидит то, что да, ему эта квартира нравится, ему не нужен брокер для того, чтобы обосновать, что квартира находится в рынке. Вот. Ему достаточно нажать эти кнопочки, и как вы видите, все запросы от этого инвестора, да, попадают к нам в наш инструмент. Как вы видите, вот этот запрос, что я его отправил, и вот он. Я вижу конкретную квартиру. И мы его передаем конкретному брокеру. Что может быть еще проще? Какие виды отчетов мы делаем? Сейчас я вам покажу пример отчета. который мы делаем с клиентом. Да. Надеюсь, видно, да? Это важно. Можно это делать и без инвестора, да? Но нам важно верифицировать, что это реальный юнит, что он не фейк. Это вот пример, да? Сейчас я вам добавлю второй. Сейчас я вам добавлю второй. Второй объект, например. Файл. Да. Deck Tower, бассейн уже пободрее. Опа, душевые есть, сам бассейн побольше, вид поприятнее. Вот такие отчетики, получается, работает с контент-сервисом, который обеспечит вам максимально без конфликта интересов показ объектов. В общем-то, я внутри. У нас есть только один интерес, что вы получили лучшую квартиру, вы были довольны. В общем-то говоря, арендатор Конкретная квартира. уехал, дверь оставил открытой. Ага. Такого тут есть. Больше не нужно тратить время на брокера. Подписочка здесь и вот здесь.
Спасибо всем, кто был на стриме. Залетайте, получайте новый сервис, потому что сегодня мы та компания, которая обеспечивает весь конфликт интересов поиск любых объектов Дубая. А это 1,2 миллиона юнитов, квартир, апартаментов, 150 тысяч вилл и таунхаус и 255 тысяч земель. Всем хорошего вечера.